Здравствуйте, дорогие любители вязания! Когда я выставляла описание вот такой замечательной кофточки, жакета в наши группы, у меня мелькнула мысль, что надо сделать мастер-класс по вязанию этого узора. Мы уже вязали что-то подобное с похожими листиками, но там немножко был другой узор, и я себе сделала заметку, что надо сделать мастер-класс. И вот наша подписчица Елена в Телеграм написала, что хорошо бы сделать мастер-класс по вязанию этого узора. Наши желания совпадают, и я сейчас это сделаю. Посмотрите, какой красивый узор. И давайте посмотрим на схему. Кто вяжет с нами японские узоры, для того схема не создаст каких-то трудностей при ее прочтении. Довольно простая схема и, кстати, очень легкий узор. Раппорт составляет 19 петель в ширину и 10 рядов в высоту. Здесь на схеме показано 2 раппорта. У меня связано тоже 2 раппорта. Между раппортами ажурная дорожка вертикальная. И по краям я еще провязала кайму узором рис, чтобы образец не заворачивался. Сам узор состоит из 2 элементов. Это листья, узор с листьями основной, и вот эта вот ажурная вертикальная дорожка. И раппорты у этих элементов разные. У узора с листьями раппорт в ширину 15 петель, в высоту 10 рядов. У вертикальной дорожки раппорт составляет 4 петли в ширину и 4 ряда в высоту. Схему я взяла из описания кофточки, и в начале здесь провязана дорожка из 2 лицевых петель. Она не имеет отношения к раппорту никакого, к узору. Но так как уже на схеме она есть, мы ее с вами провяжем. Мы с вами свяжем один раппорт, то есть один раппорт с листьями и один раппорт дорожки в ширину и 10 рядов в высоту. Для новичков я скажу, что все условные обозначения на схеме показаны так, как они выглядят, как выглядят петли на лицевой стороне изделия. Эта схема очень удобна для вязания по кругу. Здесь показаны все ряды, и мы вяжем все ряды как лицевые. Читаем схему справа налево. При поворотном вязании мы лицевые ряды нечетные читаем справа налево. Поворачиваем работу, вяжем изнаночный ряд, и уже в изнаночном ряду мы петли будем читать наоборот. Вот пустая клеточка показана, что это лицевая петля на лицевой стороне, и на изнаночной стороне мы будем вязать ее изнаночной петлей. Вот самое трудное здесь вот для новичков. Здесь показано, что пустая клеточка, лицевая петля, и в дорожках показаны лицевые петли уже с обозначениями, уже не пустая клеточка, вот с вертикальными обозначениями. Это для удобства восприятия схемы. И вот это обозначение мы будем вязать лицевой петлей, и пустую клеточку мы будем вязать лицевой петлей в лицевом ряду, а в изнаночном мы будем вязать их изнаночными. И еще, если в изнаночном ряду мы видим изнаночную петлю, то мы будем провязывать ее лицевой петлей при поворотном вязании. Схема будет перед вами, и в процессе вязания я думаю, что вам будет понятно. Это я опять же для новичков. Закрашенные клеточки – это значит нет петли. Очень часто начинающие вязальщицы спрашивают, что это значит. Нет петли, значит нет петли, ну нет ее в вязании. Она только на схеме. Потому что в процессе вязания у нас петли то убавляются, то прибавляются. Получаются пустые места, которые мы пропускаем. Эти закрашенные клеточки мы пропускаем и вяжем, продолжаем вязать дальше. Еще здесь показаны 2 ряда начальных установочных, которые в раппорт узора не входят. И я предлагаю их не вязать. Я их здесь не вязала.
Мы провяжем с вами один нулевой изнаночный ряд лицевыми петлями. Ну, чтобы дальше удобно было вязать. И все. Ну вот, пожалуй, все. Давайте начнем. Набираем на спице 23 петли вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Как я уже сказала, провяжем нулевой ряд лицевыми петлями. Он не входит в раппорт узора, ну, просто чтобы удобнее было дальше вязать. Давайте быстренько его провяжем. Начинаем вязать узор. Первый лицевой ряд. В начале ряда мы будем провязывать 2 лицевые петли. Далее накид, 1 лицевая. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. 1 изнаночная. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Далее лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И повторяем. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 лицевая и накид. Далее петли дорожки. Это мы провязали петли узора с листьями. Далее петли ажурной дорожки. 1 лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид и 1 лицевая. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора мы вяжем петли по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные провязываем изнаночными, и накиды здесь мы провязываем тоже изнаночными. Я такие ряды в видео пропускаю, и вы вяжете их самостоятельно. Ну вот данный второй изнаночный ряд мы провязали вместе. Третий лицевой ряд. 2 лицевые, накид. На схеме закрашенная клеточка, пропускаем ее, вяжем лицевую петлю, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я уже перешла на свои бабушкины петли, и мне нужно петли развернуть, чтобы провязать их 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Тогда они красиво лежат, ну, правильно расположены, красиво лежат. Дальше будет лицевая, 1 изнаночная, лицевая и снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше будет лицевая, накид и петли ажурной дорожки. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. В четвертом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Пятый лицевой ряд. 2 лицевые, накид, лицевая, накид. Пропускаем закрашенную клеточку. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее накид, лицевая, накид и петли ажурной дорожки. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. В шестом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Седьмой лицевой ряд. 2 лицевые, накид, 3 лицевые. Накид. Теперь 3
петлей нужно провязать вместе лицевой с наклоном влево. Вот у меня лицевые петли лежат для этого удобно, изнаночные неудобно. Я разворачиваю изнаночную петлю, смотрю, чтобы петли лежали одинаково, и мне удобно было их подхватить. 3 вместе лицевой с наклоном влево. Далее будет изнаночная петля, и теперь 3 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. То же самое разворачиваем так, чтобы петли были одинаково повернуты и удобно подхватывались. Далее накид, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. В 8 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Девятый лицевой ряд, 2 лицевые, накид, 5 лицевых. Далее накид, 3 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Можно так вот еще провязать. Одну петлю снимаем, не провязывая, провязываем 2 вместе лицевой и накидываем снятую петлю на провязанную. Двойная протяжка называется. Далее накид, 5 лицевых, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Мы провязали с вами 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту. Вот нужно провязать еще 1 раппорт, чтобы у нас появились листья полностью. Здесь у нас в начале конец 2 листочков. Вот они, 2 листочка. И начинаются вывязываться вот начало 2 следующих листочков. Я уже не буду провязывать еще 1 раппорт. Узор несложный. Вот, видите, начало. Вот эти половинки листочков образуют такие зубчики. И когда вы провяжете несколько раппортов, уже будут полноценные листочки вывязываться. Все. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Я думаю, он не может не понравиться. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!